Tolunu Janamaya. Различные религии описывают возникновение мира по-разному, но в основном сходятся в одном. Он возник в результате конфликта добра и зла. Подобно скандинавской мифологии, у славян было схожее понимание мира. Большое мировое дерево, где в листве расположен небесный купол, на среднем уровне земля, а в корнях подземный мир. Жизнь вокруг была человеку непонятна. Ее стремились объяснить и упростить, считая большинство природных явлений проявлением божественной силы. Наш мир был низшим миром, заполненным разными дьявольскими созданиями. В обществе гуляет мнение, что язычество – это всегда что-то необычное, таинственное, загадочное, такая экзотика с резными рунами и фаерболами. Давайте разберемся, что такое язычество и какую роль оно играло в жизни наших предков. В давние времена перед нашими предками стояла одна задача – выживание в мире, где на небе грохочут молнии, идут проливные дожди или наступает нежданная засуха, а дикие животные ни с того ни с сего нападают на скот. Пытаясь обезопасить себя, наши предки строили святилища и приносили жертвы богам. Часто такими жертвами могли стать простые люди. Ведь считалось, что человеческая кровь обладала куда большей силой, нежели кровь животного. Капище – местечко с языческим алтарем и статуями богов. Как видно, здесь все просто. Идол – главенствующая фигура. Вокруг него собирались и наблюдали за обрядом. Проводили его специальные люди – волхвы и кудесники. Именно здесь и происходили все языческие обряды. Сейчас сложно сказать, было ли это простой жаждой крови, или же действительно помогало древним язычникам в быту. Витебская область.
город Синно. Об этом капище еще в 1907 году упоминали археолог Кирилл Аникиевич и фольклорист Евдоким Романов. Лишь в начале 90-х годов XX века ученые разузнали у старожилов, где находится таинственная лесная поляна. Сейчас пройти к ней практически невозможно. Еще одно капище было в городе Мозыре. По словам местных жителей, уже в наши дни кто-то спилил идолы. Здешний краевед восстановил капище по старым фотографиям, но буквально месяц назад тот же самый разбойник повторно уничтожил капище. К сожалению, сейчас у нас есть только снимки. Но от чего действительно спасались наши предки? Что пугало их настолько сильно, от чего они готовы были принести в жертву своего соседа? Люди боялись гневить богов, поэтому зачастую им нужен был проводник, некто знающий, способный указать на скрытое. Такими проводниками считали безобидных башков. В далеком XII веке в деревне Кременицы Зельвинского района наступила Купальская ночь. Ведьма и колдун решили устроить шабаш на Лысой горе. Люди в деревне, услышав колдовское улюлюкивание и нечеловеческий хохот, попрятались по домам. Не испугался только один молодой кузнец, богатырь Янка. Он как гулял, так и гулял со своей девушкой Марийкой. Забывшись, они взошли на самую гору. Вдруг с нижней ветки ясеня высунулась чья-то рука. Девушка и не заметила, как пропала. Во время таких шабашей ведьмы и колдуны призывали нечистую силу, которая должна была пугать жителей. А чтобы избавиться от нее, наши предки проводили обряды на капищах и старались избегать Лысых гор. Однако недобрые силы поджидали наших предков не только на Лысых горах. Противостояние добра и зла, реального и нереального, в этом плане наш мир сейчас ничем не отличается от мира предков.
Наши предки-язычники легко шли на человеческие жертвоприношения, а боги были жестокими. Но если отбросить фольклор, данные памятники являются огромной ценностью для всей Восточной Европы. Лепельский район, деревушка Таранковичи. Бытует мнение, что идолы могли быть сделаны в промежутке между IX-X веками. Теперь местные называют этот памятник Лепельский Стоунхендж. Возможно, после этого рассказа сложно будет воспринимать веру наших предков всерьез, ведь она еще долго будет хранить самые темные тайны. Однако ген язычества остается в каждом белорусе.